Урок 1. Беседа о фитнесе. Привет, Анна. Сегодня у меня была потрясающая тренировка. Я выложилась на пределе возможностей. Привет, Джон. Звучит довольно интенсивно. Есть ли у вас какие-либо советы, как сохранить мотивацию во время тренировок? Абсолютно. Одна вещь, которая помогает мне сохранять мотивацию, это ставить перед собой конкретные цели. Это дает мне возможность работать над этим и позволяет мне сосредоточиться. Отличная идея. Как вы отслеживаете свой прогресс? Я использую приложение для фитнеса на своем телефоне, чтобы отслеживать свои тренировки и следить за прогрессом. Очень полезно видеть, как далеко я продвинулся. Мне тоже стоит попробовать это. Кстати, есть ли у вас рекомендации по упражнениям, которые можно выполнять дома? Определенно. Упражнения с собственным весом, такие как отжимания, приседания и выпады, отличный вариант. Вы также можете попробовать йогу или пилатес для повышения гибкости и силы. Спасибо за предложение. Я попробую. Есть ли у вас какие-либо советы, как избежать травм во время тренировок? Важно прислушиваться к своему телу и не напрягать себя слишком сильно. Разминайтесь перед тренировкой и всегда используйте правильную форму, чтобы предотвратить травмы. Я учту это. Кстати, соблюдаете ли вы какую-то определенную диету в дополнение к тренировкам? Я стараюсь придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов, овощей, нежирных белков и полезных жиров. Это помогает мне зарядиться энергией и быстрее восстанавливаться. В этом есть смысл. Я тоже постараюсь выбрать более здоровую пищу. Спасибо за советы. Добро пожаловать! Если у вас есть еще вопросы о фитнесе, не стесняйтесь задавать их. Я всегда здесь, чтобы помочь. Урок 2. Поиск идеальной кровати для домашних животных. Привет, Анна. Мне нужна новая кровать для моей собаки. Вы видели кровати для домашних животных? Привет, Джон. Да, я наткнулся на несколько отличных вариантов кроватей для домашних животных. Это просто фантастика. Я хочу, чтобы моей собаке было комфортно и она хорошо отдохнула. Доступны различные типы кроватей для домашних животных. Какого размера ваша собака? Моя собака среднего размера. Думаю, кровать с достаточным пространством была бы идеальной. Вы рассматривали возможность приобретения ортопедической кровати. Они обеспечивают дополнительную поддержку суставов. Это хорошие замечания. Моя собака стареет, поэтому ортопедическая кровать может оказаться полезной. Я также видела несколько кроватей с обивкой из пены с эффектом памяти. Они довольно плюшевые и уютные. А, звучит отлично. Я хочу, чтобы моей собаке было мягкое и удобное место для сна. Другой вариант – приподнятая кровать. Она удерживает собаку от земли и обеспечивает циркуляцию воздуха. Это может быть полезно, особенно в жаркую погоду. Я буду иметь это в виду. Не забудьте учесть, можно ли стирать кровать. Иногда собаки могут испачкаться. Совершенно верно. Кровать со съемным и моющимся чехлом будет удобно. Я тоже видел несколько кроватей для домашних животных с водонепроницаемыми чехлами. Они отлично подходят для несчастных случаев или Это разливов. хорошая функция. Это облегчило бы уборку.
Возможно, вы также захотите проверить, имеет ли кровать нескользящий или противоскользящий материал. Отличное предложение. Я не хочу, чтобы кровать раздвигалась, когда моя собака прыгает на нее. Наконец, обратите внимание на дизайн и эстетику. Вы хотите, чтобы кровать хорошо вписывалась в интерьер вашего дома. Это правда. Было бы неплохо иметь кровать для домашних животных, которая органично вписывается в мой интерьер. Я пришлю вам несколько ссылок и рекомендаций по кроватям для домашних животных. Можете посмотреть. Спасибо. Я ценю вашу помощь и опыт в поиске идеальной кровати. Добро пожаловать! Я с радостью помогу вам. Давайте позаботимся о том, чтобы ваша собака хорошо выспалась. Совершенно верно. Мой пушистый друг заслуживает самого лучшего. Еще раз спасибо. Урок 3. Фитнес и завтрак. Привет, Анна. Вы бывали в фитнес-центре в нашем жилом комплексе. Привет, Джон. Да, я был там несколько раз. Это очень мило. Отлично. Я подумывал о том, чтобы начать заниматься фитнесом. У вас есть какие-нибудь советы? Конечно. Во-первых, начните с простых упражнений, таких как ходьба или бег на беговой дорожке. Это хороший способ повысить частоту сердечных сокращений. Звучит выполнимо. Как часто мне ходить? Старайтесь начинать как минимум 3 раза в неделю. Вы можете постепенно увеличивать частоту по мере того, как вам станет удобнее. Хорошо, попробую. Кстати, я слышала, что в фитнес-центре также проводятся групповые занятия. Вы что-нибудь пробовали? Да, я посещала несколько занятий. У них есть занятия йогой, зумбой и даже спиннингом. Это интересный способ оставаться активным. Звучит интересно. Я обязательно их проверю. И я слышала, что в клубе также подают бесплатный завтрак. Ты попробовал? Да, у меня есть. Спред для завтрака замечательный. Здесь есть множество вариантов, таких как свежие фрукты, хлопья, выпечка и даже омлеты, приготовленные на заказ. Это просто фантастика. Должны ли мы сообщать руководству, если у нас есть какие-либо предпочтения или диетические ограничения? Совершенно верно. Они очень любезны. Просто сообщите им о любых конкретных диетических потребностях, и они обязательно их удовлетворят. Это приятно знать. Я обязательно сообщу им о своих предпочтениях. Спасибо за совет. Урок 4. Список покупок. Привет, Анна. Позже мне нужно пойти за продуктами. Есть ли что-то конкретное, что вы хотите, чтобы я подарил? Привет, Джон. Хорошо, я обязательно куплю их. Тебе нужно что-то конкретное. Не могли бы вы взять свежие фрукты, такие как яблоки, бананы и апельсины? Конечно, я добавлю их в список. Что-нибудь еще вам нужно из раздела продуктов? Да, у нас кончаются овощи. Можете ли вы купить брокколи, моркови и шпината? Отмечено. Я обязательно куплю вам свежие и хрустящие. Что-нибудь еще?
У нас также закончились яйца и молоко. Можете ли вы взять дюжину яиц и упаковку молока? Совершенно верно. Яйца и молоко очень важны. Я обязательно куплю их и вам. Спасибо. И еще кое-что. Нам нужно немного хлеба и арахисового масла. Нет проблем. Я добавлю в список хлеб и арахисовое масло. Какой-нибудь конкретный сорт хлеба или марка арахисового масла. Просто обычная буханка цельнозернового хлеба и любое гладкое арахисовое масло подойдет. Понял. Что-нибудь еще мне нужно добавить в список. Мы могли бы использовать пасту и соус для пасты в качестве быстрого ужина. Отличная идея. Я обязательно куплю твою любимую пасту и банку соуса для пасты. Спасибо. Я ценю твою помощь в покупках. Мне очень приятно. Я с радостью помогу. Тебе еще что-нибудь нужно? Думаю, на этом пока все. Я дам вам знать, если что-нибудь еще появится. Еще раз спасибо. Урок 5. Выражение мнений. Привет, Анна. Я подумываю о косметическом ремонте своей гостиной. Я хочу придать ей новый облик. Привет, Джон, это отличная идея. Задумывались ли вы о том, какой стиль вы бы предпочли? Я рассматриваю современный и минималистский стиль. Я хочу создать чистое и незагроможденное пространство. Похоже, это неплохой выбор. Вы подумали о цветовой гамме. Да, я подумываю использовать нейтральную цветовую палитру с яркими оттенками в качестве акцентов. Это может создать хороший баланс. Как насчет мебели? Какие конкретные предметы вас интересуют? Я ищу элегантную и функциональную мебель. Мне нужны вещи, которые обеспечивают комфорт и стиль. Это важно. Освещение также может сыграть важную роль в создании правильной атмосферы. Вы об этом думали? Совершенно верно. Я планирую использовать сочетание естественных и искусственных источников света, чтобы создать теплую и уютную атмосферу. Звучит прекрасно. Как насчет добавления произведений искусства или декоративных элементов? Я обязательно подумаю об этом. Думаю, добавление предметов искусства и декоративных предметов может придать пространству индивидуальность. Определенно. Важно, чтобы ваш собственный стиль проявился. Есть ли что-то, в чем вы не уверены или нуждаетесь в совете? Я не знаю, как лучше расставить мебель. Я хочу максимально использовать пространство и обеспечить хорошую проходимость. Вы можете попробовать различные расстановки мебели на бумаге или использовать онлайн-инструменты для планирования комнаты. Это поможет вам визуализировать разные планировки. Отличное предложение. Я попробую. Спасибо. Урок 6. Сила смеха. Привет, Анна. Я недавно посмотрела комедийное шоу, и оно было забавным. Привет, Джон. Похоже, это веселое время. Смех действительно лучшее лекарство, не так ли? Абсолютно. Удивительно, как хороший смех может мгновенно поднять настроение и улучшить самочувствие.
Это правда. Есть ли у вас любимые комики или комедийные фильмы? Я большой поклонник стендап-комедии. Дэйв Шапелл и Эми Шумер всегда меня раздражает. Они оба талантливые комики. Мне тоже нравится смотреть комедийные фильмы. Они идеально подходят для беззаботного вечера. Определенно. Смех – отличный способ расслабиться и снять стресс. Вы когда-нибудь пробовали йогу смеха? Нет, у меня нет. Что такое йога смеха? Это практика, сочетающая упражнения на смех с глубоким дыханием. Она призвана улучшить общее самочувствие и повысить позитивный настрой. Звучит интересно. Я обязательно попробую. Смех действительно положительно влияет на наше психическое и физическое здоровье. Совершенно верно. Это тоже заразно. Когда вы хорошо смеетесь с другими, это создает ощущение связи и радости. Я полностью согласен. Удивительно, как смех может объединить людей и создать позитивную атмосферу. Это также отличный ледокол в социальных ситуациях. Хорошее чувство юмора поможет вам завести новых друзей и наладить отношения. Это правда. Совместный смех может разрушить барьеры и сделать общение более приятным. Смех действительно является универсальным языком. Он преодолевает культурные и языковые барьеры, сближает людей. Я рада, что вам понравилось. Смех – это действительно драгоценный дар, который мы должны принять и поделиться с другими. Совершенно верно. Давайте всегда будем находить поводы для смеха и радости. Это полезно для нашего благополучия и делает жизнь веселее. Урок 7. Натуральные репелленты от вредителей. Привет, Анна. В последнее время у меня в саду возникли проблемы с вредителями. Привет, Джон, это может расстраивать. Вы пробовали использовать репелленты от вредителей? Да, я использую натуральные репелленты от вредителей, такие как масло нима, и они хорошо работают. Приятно это слышать. Как именно масло нима действует как средство от вредителей? Масло нима содержит соединения, отпугивающие насекомых и вредителей. Оно нарушает циклы их питания и размножения, удерживая их подальше от растений. Звучит эффективно. Есть ли другие натуральные репелленты от вредителей, которые вы пробовали? Я также использовала чесночный спрей и масло мяты перечной. У них обоих сильный запах, который не нравится вредителям. Интересно. Я не знала, что чеснок и мята могут отпугивать вредителей. Как приготовить чесночный спрей? Все просто. Вы просто раздавите несколько зубчиков чеснока и смешайте их с водой. Затем вы можете распылить его на растения, чтобы отпугнуть вредителей. Это удобное решение «сделай сам». А как же масло мяты перечной? Как вы его используете? Вы можете разбавить масло мяты перечной водой и распылить его по саду. Оно действует как естественный отпугиватель вредителей. Я обязательно попробую эти натуральные репелленты от вредителей. Замечательно иметь альтернативы пестицидам на химической основе. Совершенно верно. Натуральные репелленты от вредителей безопаснее для окружающей среды и не наносят вреда полезным насекомым.
Это большой плюс. Важно поддерживать здоровый баланс в экосистеме. Есть ли у вас другие советы по борьбе с вредителями? Еще один совет – регулярно осматривайте растения на наличие признаков поражения вредителями. Раннее обнаружение поможет предотвратить заражение. Это хорошее замечание. Проактивность может спасти ваши растения от серьезных повреждений. Спасибо, что поделились этими советами. Добро пожаловать! Надеюсь, эти натуральные репелленты подойдут и вам. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их. Урок 8. Соблюдение бюджета. Привет, Анна. Прошла еще неделя, и пришло время пересмотреть наши расходы. Привет, Джон, ты прав. Важно следить за нашими финансами. Я слежу за нашими расходами. Отлично. Очень важно иметь четкое представление о том, куда уходят наши деньги. Совершенно верно. Это помогает нам принимать обоснованные решения и обеспечивает соблюдение бюджета. Я согласен. Давайте проанализируем наши расходы за неделю и определим области, в которых мы можем сократить расходы. Звучит неплохо. Я заметил, что мы довольно много времени тратили на обед вне дома. Возможно, мы сможем сократить частоту и готовить больше блюд дома. Неплохая идея. Приготовление пищи дома не только экономит деньги, но и позволяет нам питаться более здоровой пищей. Я также заметил несколько ненужных импульсивных покупок. Нам следует быть внимательнее и дважды подумать, прежде чем покупать ненужные вещи. Совершенно верно. Важно различать то, что нам действительно нужно, и то, чего мы просто хотим. Еще одна область, где мы можем сократить расходы, это развлечения. Вместо того, чтобы ходить в кино, мы можем проводить киновечера дома. Отличное предложение. Мы можем создать уютную атмосферу и наслаждаться фильмами, не тратя много денег. Я также искал более доступные варианты покрытия наших обычных расходов, например, переход на более дешевый телефонный план или поиск более выгодных предложений на коммунальные услуги. Это проактивное мышление. Всегда полезно изучить различные варианты и найти способы сэкономить. Мы также должны поставить перед собой реалистичные цели по экономии денег. Важно четко определить цель наших сбережений. Я согласен. Будь то отпуск, чрезвычайный фонд или будущие инвестиции, наличие цели может побудить нас не сбиться с пути. Давайте уложимся в бюджет и привлечем друг друга к ответственности. На этом пути мы можем поддерживать и поощрять друг друга. Совершенно верно. Вместе мы сможем достичь наших финансовых целей и жить более финансово обеспеченной жизнью. Я рада, что вы на той же волне. Давайте расставим приоритеты в своих потребностях, сократим ненужные расходы и будем стремиться к более светлому финансовому будущему. Урок 9. Стань лучшей версией себя. Привет, Анна. В последнее время я размышляю о личностном росте и самосовершенствовании. Привет, Джон, это отличная тема. Очень важно постоянно стремиться стать лучшей версией себя. Совершенно верно.
Это позволяет нам учиться, расти и полностью раскрывать свой потенциал. На каких областях вы хотели бы сосредоточиться? Одна из областей, которую я хотел бы улучшить, это мои коммуникативные навыки. Я хочу стать лучшим слушателем и более эффективно выражать свои мысли. Это ценная цель. Хорошие коммуникативные навыки необходимы во всех аспектах жизни, будь то личное или профессиональное. Думаю, также важно работать над нашим эмоциональным интеллектом. Понимание эмоций и управление ими могут существенно повлиять на наши отношения и общее благополучие. Не могу не согласиться с этим. Эмоциональный интеллект помогает нам сопереживать другим и умело справляться с трудными ситуациями. Еще один аспект, который я хотел бы развить, это мои навыки управления временем. Способность расставлять приоритеты в задачах и эффективно распоряжаться своим временем поможет мне работать более продуктивно. Управление временем действительно очень важно. Это позволяет нам максимально использовать наши дни и достигать поставленных целей, не чувствуя себя подавленными. Я также хочу сосредоточиться на уходе за собой и поддержании здорового баланса между работой и личной жизнью. Забота о себе физически и морально необходима для долгосрочного успеха и счастья. Это важный момент. Мы должны уделять приоритетное внимание уходу за собой, чтобы избежать эмоционального выгорания и сохранить общее благополучие. Я думаю, что также полезно придерживаться подхода к росту. Вера в нашу способность учиться и совершенствоваться укрепляет устойчивость и готовность к новым вызовам. Совершенно верно. Ориентация на рост позволяет нам рассматривать неудачи как возможности для роста и постоянно выходить из зоны комфорта. Наконец, я верю в силу непрерывного обучения. Постоянный поиск знаний и приобретение новых навыков помогает нам сохранять остроту ума и открывает двери для новых возможностей. Непрерывное обучение действительно является мощным инструментом. Оно позволяет нам адаптироваться к быстро меняющемуся миру и оставаться актуальными в личной и профессиональной жизни. Я рад, что мы разделяем ту же точку зрения. Давайте посвятим себя личностному росту и будем поддерживать друг друга на этом пути. Совершенно верно. Вместе мы сможем вдохновить друг друга стать лучшими версиями самих себя и жить полноценной жизнью. Я благодарна за то, что вы стали партнером в этом путешествии. Давайте начнем личностный рост и полностью реализуем свой потенциал. Точно так же. Мы должны постоянно учиться, расти и становиться лучшими версиями самих себя. Урок 10. Изучение барбадосской кухни. Привет, Анна. Ты когда-нибудь была на Барбадосе? Я слышала, что там потрясающая еда. Привет. Нет, я не была на Барбадосе, но слышала много интересного об их кухне. Я бы с удовольствием когда-нибудь ее попробовал. Барбадосская кухня известна своими уникальными вкусами и влиянием африканской, индийской и британской кухонь. Звучит увлекательно. Какие традиционные блюда мне обязательно стоит попробовать, если я приеду на Барбадос? Одно из блюд, которое обязательно нужно попробовать, летучая рыба. Это основной продукт барбадосской кухни. Его часто подают жареным или приготовленным на пару с ароматным соусом. Летающая рыба. Звучит интересно. Я всегда готов попробовать новые блюда из морепродуктов. Вам также стоит попробовать традиционное блюдо из кукурузной муки и окры – купку. Его часто подают к летучей рыбе.
Коуку звучит очень вкусно. Мне нравится пробовать блюда, в которых используются местные ингредиенты и ароматы. Еще одно популярное блюдо – пирог с макаронами. Он похож на макароны с сыром, но имеет баджанский оттенок. Часто в него добавляют дополнительные специи и приправы. Я обожаю макароны с сыром, поэтому вариант баджан звучит как вкусный вариант. Когда дело доходит до уличной еды, не упустите возможность попробовать суупу, вкусный суп из тыквы, сладкого картофеля и других овощей. Суупа звучит уютно и ароматно. Обязательно попробую, если представится такая возможность. И, конечно же, нельзя уехать из Барбадоса, не попробовав знаменитый ромовый пунш. Это освежающий тропический коктейль, приготовленный из местного рома и фруктовых соков. Ромовый пунш – идеальный напиток, которым можно насладиться, наслаждаясь прекрасными пляжами Барбадоса. Совершенно верно. Барбадос предлагает прекрасное сочетание вкусной еды, потрясающих пейзажей и яркой культуры. Похоже, это место мечты для любого гурмана и любителя путешествий. Не могу дождаться возможности посетить Барбадос и насладиться всеми кулинарными изысками, которые он может предложить. Я тоже. Давайте обязательно добавим Барбадос в наш список путешествий и насладимся его потрясающей кухней. Определенно. Изучение разных кухонь – это не только отличный способ удовлетворить наши вкусовые рецепторы, но и погрузиться в культуру этого места. Не могу не согласиться с этим. Попробовав новые блюда, вы откроете для себя совершенно новый мир вкусов и впечатлений. Впереди будущие приключения и кулинарные открытия. Ура! Урок 11. Приготовление домашнего томатного соуса. Привет, Анна. Сегодня вечером я подумываю приготовить пасту на ужин. Должны ли мы приготовить к нему простой томатный соус? Привет. Звучит превосходно. Домашний томатный соус всегда придает блюдам из пасты восхитительный вкус. Какие ингредиенты нам нужны? В качестве основы нам понадобятся спелые помидоры. Лучше всего использовать свежие помидоры для приготовления насыщенного и яркого соуса. Звучит великолепно. Мне нравится использовать свежие ингредиенты в кулинарии. Что еще нам нужно? Нам также понадобится оливковое масло, чтобы обжарить помидоры и придать соусу насыщенность. Это ключевой ингредиент итальянской кухни. Оливковое масло – основной продукт на моей кухне. Мне нравится его неповторимый вкус и универсальность в приготовлении. Нам также понадобится чеснок, чтобы придать соусу пикантный вкус. Он отлично сочетается с помидорами. Чеснок – один из моих любимых ингредиентов. Он придает вкус любому блюду. Чтобы улучшить вкус, мы можем добавить травы, такие как базилик и орегано. Они придают соусу прекрасный аромат и глубину вкуса. Свежие травы всегда играют важную роль в приготовлении пищи. Мне нравится, как они улучшают вкус блюда. Нельзя забывать о приправах. Соль и перец необходимы, чтобы сбалансировать вкус и подчеркнуть естественную сладость помидоров. Приправа важна. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс, чтобы ароматы сияли. Наконец, если вам нравится немного тепла, мы можем добавить щепотку хлопьев красного перца, чтобы соус получился легким.
Мне нравится немного остроты в еде. Щепотка хлопьев красного перца добавит приятного оттенка. Теперь, когда у нас есть все ингредиенты, давайте начнем с бланширования помидоров, чтобы удалить кожицу и подготовить их к соусу. Бланширование помидоров облегчит работу с ними. Я приготовлю кастрюлю с кипящей водой. Как только помидоры бланшируются, мы можем очистить их от кожуры и нарезать. Тем временем я разогрею оливковое масло на сковороде и обжарю чеснок. Похоже на план. Пока вы обжариваете чеснок, я почищу и измельчу помидоры. Когда чеснок станет ароматным, мы можем добавить нарезанные помидоры в сковороду и дать им покипеть, пока они не сломаются и не образуют густой соус. От аромата обжаренного чеснока и тушеных помидоров у меня текут слюнки. Не могу дождаться, когда смогу попробовать соус. Как только соус загустеет, мы можем добавить травы и при желании приправить солью, перцем и щепоткой хлопьев красного перца. Травы и приправы добавят последние штрихи и улучшат вкус соуса. Все отлично сочетаются друг с другом. Совершенно верно. Теперь дайте соусу немного покипеть, чтобы все вкусы смешались воедино. Затем мы можем подавать его к нашей любимой пасте. Мне не терпится насладиться вкусной домашней пастой с этим ароматным томатным соусом. Это будет сытное блюдо. В самом деле, готовить вместе и экспериментировать с разными вкусами – это всегда весело и полезно. Урок 12. Будьте активны и справляйтесь со стрессом. Привет, Анна. В последнее время я чувствую себя немного вяло. Они скоро заставят нас переехать, верно? Привет. Я тоже на это надеюсь. Активный образ жизни важен как для физического, так и для психического благополучия. Как вы со всем справляетесь? Это было непросто, но я стараюсь включить некоторые упражнения в свой распорядок дня. Это помогает мне снять стресс и очистить разум. Отлично. Упражнения – отличный способ справиться со стрессом и улучшить общее настроение. Какими видами деятельности вы занимались? По утрам я регулярно бегаю. Это заряжает меня энергией на весь день и повышает производительность. Бег – отличная кардиотренировка. Я рада, что вы нашли то, что подходит именно вам. Вы пробовали заниматься другими видами деятельности? Да, я также занимаюсь силовыми тренировками дома, используя упражнения с собственным весом. Это помогает мне наращивать силу и поддерживать мышечный тонус. Неплохая идея. Силовые тренировки важны для общей физической формы и помогают предотвратить потерю мышечной массы. Мне тоже следует включить это в свой распорядок дня. Совершенно верно. Начать никогда не поздно. Вы можете начать с простых упражнений, таких как приседания, отжимания и доски. Я попробую. Важно начать с упражнений, соответствующих нашему уровню физической подготовки. Поначалу я не хочу слишком сильно напрягаться. Это разумный подход. Прислушивайтесь к своему телу и постепенно увеличивайте интенсивность по мере того, как становитесь сильнее. И не забывайте разогреваться перед каждой тренировкой. Разогрев необходим для предотвращения травм. Я обязательно включу это в свой режим тренировок. Кстати,
Вы пробовали какие-нибудь онлайн-занятия фитнесом? Да, я смотрел несколько онлайн-видео с тренировками. Они содержат рекомендации и разнообразные материалы, чтобы мои тренировки оставались интересными. Звучит забавно. Я тоже займусь онлайн-классами. Приятно получать рекомендации и чувство общности, даже занимаясь спортом дома. Совершенно верно. Онлайн-сообщества по фитнесу могут стать отличным источником мотивации и поддержки. Это способ общения с другими людьми, которые разделяют схожие цели. Это правда. Важно найти способы оставаться на связи, даже если мы физически не можем быть вместе. Упражнения также могут помочь в этом. Определенно. Физическая активность высвобождает эндорфины, гормоны хорошего самочувствия, которые могут улучшить наше настроение и уменьшить беспокойство. Я испытал это на себе. Упражнения всегда дают мне больше позитива и энергии. Это естественное средство для снятия стресса. Удивительно, как такая простая вещь, как движение тела, может оказывать такое положительное влияние на наше психическое и эмоциональное благополучие. Совершенно верно. Это напоминание о том, что заботиться о себе очень важно, особенно в трудные времена. Мы должны уделять приоритетное внимание здоровью. Хорошо сказано. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание нашему благополучию, оставаясь активными и получая удовольствие от этого процесса. Урок 13. Прогулка по художественному магазину. Привет, Анна. Я в восторге от нашей поездки в художественный магазин. Будет интересно осмотреть окрестности и купить кое-какие товары. Привет. Я тоже с нетерпением жду этого. Художественный магазин всегда полон вдохновения. Что вы планируете купить? Я подумываю купить акриловые краски и кисти. Я хочу попробовать свои силы в рисовании пейзажей. Звучит как отличная идея. Акриловые краски универсальны и с ними легко работать. Я планирую приобрести несколько альбомов для рисования и карандашей для своих рисунков. Альбомы для рисования незаменимы для художников. Это отличный способ запечатлеть идеи и попрактиковаться в различных техниках. Что еще вас интересует? Я также хочу изучить акварельные краски. Прозрачность и текучесть акварели создают прекрасные эффекты. Акварель отлично подходит для создания изящных и органических произведений искусства. Они обладают неповторимым шармом. Возможно, я тоже их попробую. Это было бы замечательно. Мы можем экспериментировать и делиться своими творениями друг с другом. Это будет отличный учебный опыт. Совершенно верно. Делясь своими работами и получая отзывы, мы можем расти как художникам. Есть ли у вас какие-либо конкретные техники или стили, которые вы хотите изучить? Мне интересно узнать больше о рисовании тушью и технике рисования пером и тушью. Их точность и детализация впечатляют. Рисунок тушью требует терпения и точности, но результаты могут быть ошеломляющими. Мне также интересно искусство смешанной техники. Сочетание различных материалов и текстур может создать интересные эффекты. Искусство смешанной техники открывает безграничные возможности и поощряет эксперименты. Это отличный способ вырваться из традиционных границ. Определенно. Искусство — это самовыражение и расширение границ. Это способ общения и общения с другими людьми на более глубоком уровне.
Это так. Искусство способно вызывать эмоции и рассказывать истории. Это универсальный язык, который преодолевает барьеры. Не могу не согласиться с этим. Искусство позволяет нам раскрыть свой творческий потенциал и открыть для себя новые перспективы. Это путь к самопознанию, который длится всю жизнь. Урок 14. Нетворкинг на мероприятиях. Привет, Анна. Да, я была в одном из них на прошлой неделе. Встречались ли вы с интересными людьми на мероприятии, на котором присутствовали? Привет. Да, у меня была возможность пообщаться с интересными людьми. Нетворкинг – это всегда интересная возможность. Как насчет тебя? Безусловно, нетворкинг открывает двери для новых связей и возможностей. Я познакомился с несколькими профессионалами в своей области, которые поделились ценными идеями и опытом. Это замечательно. Приятно общаться с единомышленниками, которые могут дать рекомендации и поддержку. Обменялись ли вы контактной информацией? Да, я обязательно обменялся визитными карточками с людьми, которых встретил. Важно следить за этими связями и поддерживать их после мероприятия. Это разумный подход. Последующая деятельность свидетельствует о вашей искренней заинтересованности в налаживании отношений. Были ли у вас какие-либо незабываемые У меня разговоры? была особенно интересная беседа с предпринимателем, который рассказал о своем пути создания успешного бизнеса. Это вдохновляло и мотивировало. Звучит потрясающе. Изучение опыта других людей, добившихся успеха, может дать нам ценную информацию и помочь нам расти. Обсуждали ли вы какие-либо текущие отраслевые тенденции? Да, мы рассказали о последних разработках в нашей отрасли и поделились мыслями о будущих тенденциях. Важно быть в курсе событий и адаптироваться к меняющимся условиям. Совершенно верно. Идти в ногу с отраслевыми тенденциями крайне важно для профессионального роста и опережения конкурентов. Посещали ли вы какие-либо информационные сессии или семинары? Да, я посетила несколько семинаров, посвященных лидерству и личностному развитию. Это была прекрасная возможность улучшить свои навыки и открыть для себя новые перспективы. Это просто фантастика. Непрерывное обучение – ключ к личностному и профессиональному росту. Участвовали ли вы в групповых обсуждениях или панельных сессиях? Да, я участвовал в панельной дискуссии, где мы обсуждали проблемы и возможности в нашей отрасли. Это была интерактивная сессия с разными точками зрения. Панельные дискуссии предоставляют платформу для содержательного диалога и обмена идеями. Это отличный способ взглянуть на вещи с разных точек зрения и расширить свои знания. Понравилось ли вам мероприятие в целом? Совершенно верно. Мероприятие было хорошо организовано, и я ушла с чувством вдохновения и мотивации. Посещение таких мероприятий всегда подпитывает мою страсть к работе. Урок 15. Запечатление красоты природы. Привет, Анна, я согласен. Природа так прекрасна, что ее можно запечатлеть. Вы пробовали фотографировать, чтобы сохранить эти моменты. Привет! Безусловно, фотография – прекрасный способ передать суть и красоту природы. Есть ли у вас любимые объекты для фотографирования? Меня особенно привлекают пейзажи и дикая природа. Необъятная природа и сложные детали животных очаровывают меня. А как же ты?
Мне нравится запечатлеть игру света и теней в лесу и запечатлеть цвета цветов на снимках крупным планом. Природа предлагает безграничные возможности для потрясающих фотографий. Это просто потрясающе. Игра света и тени может создать волшебную атмосферу на фотографиях. Есть ли у вас какие-либо советы по созданию идеального снимка? Один совет – обратите внимание на композицию. Интересное обрамление объекта съемки может придать фотографиям глубину и визуальную привлекательность. Кроме того, терпение играет ключевую роль при съемке дикой природы или в ожидании идеальных условий освещения. Композиция и терпение действительно очень важны. Чтобы рассказать захватывающую историю на фотографиях, важно найти правильный ракурс и перспективу. Вы экспериментировали с различными настройками камеры. Да, экспериментирование с различными настройками камеры может дать уникальные результаты. Регулировка диафрагмы, скорости затвора и ISO поможет вам достичь желаемого эффекта и более эффективно запечатлеть красоту природы. Отличное замечание. Понимание того, как разные настройки камеры работают вместе, может улучшить ваши навыки фотографии. Вы когда-нибудь пробовали фотографировать с длинной выдержкой? Да, фотография с длинной выдержкой может создавать потрясающие эффекты, особенно при съемке текущей воды или звездных следов. Это придает изображениям ощущение движения и драматизма. Вы попробовали? Я увлекался фотографией с длинной выдержкой, особенно водопадов. Создаваемый ею шелковисто-гладкий эффект завораживает. Эта техника требует практики и экспериментов. Есть ли у вас любимые места для фотосъемки? Мне нравится посещать национальные парки и ботанические сады. Они предлагают разнообразные природные красоты и возможности для фантастических фотографий. Изучение новых мест также может пробудить творческий потенциал. Как насчет тебя? Национальные парки — это действительно фантастические места. Мне также нравится фотографировать на пляже, снимать морские пейзажи и взаимодействие суши и моря. Природные элементы придают фотографиям глубину и эмоциональность. Безусловно, пляж представляет собой уникальное место для фотосъемки. Меняющиеся приливы, яркие закаты и прибрежные пейзажи – источник бесконечного вдохновения. У вас есть планы на фотопутешествие? В следующем месяце я планирую посетить близлежащий природный заповедник. Он известен своей разнообразной дикой природой и захватывающими дух пейзажами. Мне не терпится запечатлеть красоту природы в этом районе. Как насчет тебя? Похоже на увлекательное путешествие. Я планирую посетить ботанический сад, известный своими потрясающими цветочными экспозициями. Мне не терпится запечатлеть яркие цвета и сложные детали. Давайте поделимся фотографиями, когда вернемся. Определенно. Делясь фотографиями и отзывами, мы можем улучшить свои навыки и оценить уникальные перспективы друг друга. Давайте вместе запечатлеем и насладимся красотой природы. Урок 16. Хороший ночной сон. Привет, Анна. У меня сегодня был очень долгий рабочий день. Мне не помешал бы совет, как хорошо выспаться. Привет. Мне жаль это слышать. Достаточный отдых важен для вашего благополучия. В чем, по-видимому, проблема? Что ж, в последнее время у меня проблемы с засыпанием. Я часами лежу в постели, прежде чем наконец смогу уехать. Это может расстраивать. Вы пробовали установить режим отхода ко сну?
Да, но, похоже, это не очень помогает. Я попробовал почитать книгу или послушать успокаивающую музыку, но мои мысли все равно не перестают биться. Возможно, вы можете попробовать некоторые техники релаксации, такие как глубокое дыхание или медитация. Они помогут успокоить ум и подготовить тело ко сну. Неплохая идея. Я попробую. Есть ли у вас другие предложения? Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это создать благоприятную для сна среду. Убедитесь, что в вашей спальне прохладно, темно и тихо. Вы также можете попробовать использовать аппарат с белым шумом или беруши, если вас легко Я потревожить обязательно шум. внесу эти изменения. Надеюсь, они изменят ситуацию к лучшему. Кстати, а как же кофеин и электронные устройства? Ах, хорошее замечание. Вам следует избегать употребления кофеина вечером, так как это может помешать вашему сну. И лучше ограничить время перед сном перед экраном, так как синий свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить цикл сна. Я этого не осознавал. Я сокращу употребление кофеина и буду избегать экранов перед сном. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Надеюсь, эти советы помогут вам хорошо выспаться. Помните, что составление постоянного графика сна и создание расслабляющего режима сна являются ключевыми факторами. Я учту это. Еще раз спасибо. Я ценю твою помощь. Урок 17. Изучение Гранд Каньона. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в Гранд Каньоне? Я слышала, что от этого захватывает дух. Привет! Да, у меня была возможность посетить Гранд Каньон несколько лет назад. Это действительно чудо природы. Это потрясающе. Каково это было? Могу себе представить, что виды, должно быть, просто невероятные. Это сложно выразить словами, но Гранд Каньон огромен и внушает трепет. Огромные размеры и глубина каньона просто ошеломляют. Виды просто захватывают дух. Ух ты, могу себе представить, что я стою и принимаю все это во внимание. Вы прогулялись по каньону пешком. Да, я прогулялся по краю каньона. Есть несколько трасс с разными видами и уровнями сложности. Это отличный способ погрузиться в красоту каньона. Звучит как незабываемый опыт. Были ли какие-то конкретные места или точки зрения, которые вам понравились? Определенно. Одна из самых популярных смотровых площадок – Южный край, откуда открывается панорамный вид на каньон. Еще одно место, которое обязательно нужно посетить – это Северный край, откуда открывается другая панорама и куда Наверное, меньше людей. это было настоящее приключение. Встречались ли вы во время своего визита с дикими животными? Да, вдоль троп я заметил оленей, мулов и белок. В Гранд-Каньоне обитает множество диких животных, включая калифорнийских кондоров, снежных баранов и даже горных львов, хотя их редко можно увидеть. Это просто потрясающе. Невероятно, как природа процветает в таких суровых условиях. Были ли другие интересные места или достопримечательности? Абсолютно. Скайуолк Гранд Каньона – популярная достопримечательность. Это стеклянный мост, простирающийся над каньоном, откуда открывается захватывающий и уникальный вид.
Также предлагаются вертолетные туры с видом на каньон с высоты птичьего полета. Звучит одновременно захватывающе и немного нервирует. Придется добавить их в свой список желаний. Есть ли что-то еще, что мне следует знать перед визитом? Важно избегать обезвоживания и быть готовыми к погоде. Температура может сильно различаться, поэтому лучше одеваться послойно. И, конечно же, не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть невероятные пейзажи. Спасибо большое за то, что поделились своим опытом. Мне не терпится посетить Гранд Каньон и воочию увидеть его красоту. Урок 18. Высокоинтенсивные тренировки. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали высокоинтенсивные тренировки? Каждое занятие я занимаюсь ими около часа, и это звучит очень интенсивно. Привет. Да, я знаком с высокоинтенсивными тренировками. Они могут быть сложными, но очень эффективными. Вы следуете определенной программе. Да, недавно я начала программу, включающую упражнения ИТ, высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это сочетание кардиотренировок и силовых тренировок. Отлично! Тренировки ИТ известны своей эффективностью в сжигании калорий и улучшении состояния сердечно-сосудистой системы. Как вы относитесь к тренировкам на данный момент? Они, безусловно, интенсивные, но после этого я чувствую прилив энергии. Тренировки включают короткие интервалы интенсивных упражнений с последующими короткими периодами восстановления. Это держит меня в тонусе. В этом прелесть ИТ. Он поддерживает частоту сердечных сокращений и максимально сжигает калории даже после того, как вы закончите тренировку. Заметили ли вы какие-либо изменения в своем уровне физической подготовки? Да, у меня есть. Я чувствую прилив сил и выносливости. Кроме того, я заметил, что моя общая выносливость улучшилась с тех пор, как я начала эти тренировки. Это фантастический прогресс. Важно прислушиваться к своему телу и постепенно увеличивать интенсивность по мере наращивания сил. Включили ли вы дни отдыха в свой распорядок дня? Совершенно верно. Отдых и восстановление имеют решающее значение для восстановления и восстановления организма. Обычно я отдыхаю 1 или 2 дня в неделю, чтобы мышцы могли восстановиться. Это разумный подход. Очень важно найти баланс между нагрузкой на себя и предоставлением телу необходимого отдыха. Рассматривали ли вы возможность добавить в свой распорядок какие-либо другие виды упражнений? Да, я подумывал о том, чтобы использовать некоторые упражнения на гибкость и подвижность, такие как йога или растяжка, чтобы улучшить общую гибкость и предотвратить травмы. Отличная идея! Тренировка гибкости может дополнить ваши высокоинтенсивные тренировки и улучшить диапазон движений. Важно соблюдать сбалансированный режим фитнеса. Я полностью согласен. Я хочу убедиться, что забочусь о своем теле во всех аспектах. Кстати, есть ли у вас какие-либо советы, как сохранить мотивацию во время высокоинтенсивных тренировок? Конечно! Один из способов сохранить мотивацию – поставить перед собой конкретные достижимые цели. Это может быть выполнение определенного количества тренировок в неделю или достижение определенного уровня физической подготовки. Кроме того, найдя себе напарника по тренировкам или присоединившись к классу, вы сможете взять на Это себя отличные ответственность и предложения. сделать занятия более Наличие системы приятными. поддержки и измеримых целей определенно могут мотивировать меня. Спасибо. Урок 19.
Планирование идеального маршрута. Привет, Анна. Я изучала наше предстоящее путешествие и, кажется, нашла идеальный маршрут. Давайте также уделим время знакомству с местной кухней. Привет! Звучит великолепно. Хорошо спланированный маршрут может сделать поездку намного приятнее. Мне не терпится попробовать местную еду. Какие направления вы включили? Я включил посещение нескольких исторических достопримечательностей, таких как музеи и древние руины. Мы также можем посетить некоторые природные достопримечательности, такие как парки и пляжи. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием местные рынки и продуктовые лавки. Похоже, это хорошо продуманный план. Всегда интересно узнать историю и культуру того или иного места. Вы имеете в виду какие-либо конкретные достопримечательности или достопримечательности? Да, я выделил несколько достопримечательностей, которые стоит посетить, таких как Древний собор и знаменитый замок. Мы можем организовать экскурсии с гидом, чтобы узнать больше об их истории и значении. Отличный выбор. Экскурсии с гидом могут дать ценную информацию и сделать впечатления более насыщенными. А как же местная кухня? Какие-нибудь конкретные блюда вы хотели бы попробовать? Абсолютно. Я составила список традиционных блюд, которые стоит попробовать, таких как местные деликатесы из морепродуктов и региональные десерты. Я также обратил внимание на несколько ресторанов, где вам настоятельно рекомендуется попробовать блюда аутентичной кухни. Звучит очень вкусно. Попробовать местные блюда – неотъемлемая часть знакомства с новым местом. Это отличный способ погрузиться в местную культуру. Не забудьте также попробовать уличную еду. Определенно. Уличная еда часто является скрытой жемчужиной с уникальными вкусами. В нашем маршруте я обязательно уделим время знакомству с уличной едой. Отлично! Также неплохо выделить свободное время на спонтанные приключения или отдых. Важно соблюдать баланс между планируемыми мероприятиями и гибкостью. Я полностью согласен. Оставив немного места для маневра, мы сможем открыть для себя неожиданные сокровища или просто расслабиться и насладиться окрестностями. Все это – часть впечатлений от путешествия. Совершенно верно. Путешествие – это не только осмотр достопримечательностей, но и погружение в атмосферу и погружение в место назначения. Есть ли у вас другие советы по составлению идеального маршрута? Один из советов – определите приоритеты достопримечательностей, которые стоит посетить, и спланировать их вокруг них. Кроме того, учитывайте близость разных мест, чтобы минимизировать время в пути. И не забудьте проверить часы работы и все необходимые бронирования. Это отличные советы. Важно максимально использовать наше время и обеспечить комфортное путешествие. Я с нетерпением жду этой поездки. Я тоже. Это будет потрясающее приключение. Давайте доработаем маршрут и приготовимся к незабываемому путешествию. Урок 20. Перспективы и впечатления от путешествий. Привет, Анна. Я не могла не заметить твои недавние фотографии из путешествий. Пейзаж выглядит потрясающе. Это один из способов взглянуть на это. Несмотря на трудности, вам понравилась оставшаяся часть поездки. Привет. Спасибо. Да, несмотря на небольшую загвоздку, в целом поездка была фантастической. Пейзаж захватывал дух, и по пути я получил невероятные впечатления. Приятно это слышать.
Часто именно эти неожиданные моменты делают путешествие незабываемым. Не могли бы вы поделиться некоторыми яркими моментами своего путешествия? Абсолютно. Одним из самых ярких событий стало восхождение на красивую гору и наблюдение за потрясающим восходом солнца с вершины. Вид был просто захватывающим. Ух ты! Это звучит как незабываемый опыт. Природа завораживает нас своей красотой. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями во время похода? Да, на этом пути было несколько проблем. Тропа была крутой и каменистой, и погода начала неожиданно меняться. Но благодаря целеустремленности и помощи других туристов мы добрались до вершины. Преодоление трудностей может сделать этот опыт еще более полезным. Вдохновляет то, как вы преодолели трудности и достигли саммита. Встречались ли вы во время поездки с интересными людьми? Да, у меня была возможность познакомиться с интересными людьми из разных уголков мира. Мы делились историями, советами по путешествиям и налаживали связи, которыми я буду дорожить. В этом прелесть путешествий, общение с людьми из разных слоев общества и культур. Это расширяет наш кругозор и обогащает наш опыт. Вы пробовали блюда местной кухни. Абсолютно. Попробовать местную кухню – одно из моих любимых занятий в путешествиях. Я побаловала себя традиционными блюдами, такими как уличная еда, аутентичные местные деликатесы, и даже пошла на кулинарный мастер-класс, чтобы научиться готовить Звучит региональные блюда. потрясающе. Изучение местной кухни – отличный способ погрузиться в культуру и вкусы того или иного места. Были ли у вас любимые блюда? Определенно. Я открыла для себя это невероятное блюдо из морепродуктов, которое было полно ароматов. Сочетание свежих морепродуктов, ароматных специй и местных кулинарных техник сделало это блюдо поистине выдающимся. Звучит просто восхитительно. Услышав об этом, я проголодался. У вас было свободное время, чтобы расслабиться и погрузиться в местную атмосферу. Да, я позаботился о том, чтобы немного отдохнуть и насладиться окрестностями. Я прогуливалась по оживленным рынкам, посещала тихие парки и даже нашла уютное кафе, где можно было посидеть и понаблюдать за людьми. Похоже, это идеальный способ расслабиться и погрузиться в местную атмосферу. Иногда время, чтобы притормозить и понаблюдать за повседневной жизнью того или иного места, может быть так же полезно, как и посещение популярных достопримечательностей. Совершенно верно. Именно эти маленькие моменты позволяют нам по-настоящему общаться с местом и его жителями. Несмотря на трудности, как вы уже упоминали ранее, я благодарна за все впечатления. Это отличный склад ума. Важно сосредоточиться на положительных моментах и учиться на любых трудностях, с которыми мы сталкиваемся во время путешествий. Я рад, что вам понравилась оставшаяся часть поездки. Спасибо. Это было путешествие, наполненное прекрасными воспоминаниями и уроками. Не могу дождаться следующего приключения. Я очень рада за тебя. Похоже, вы прекрасно провели время. В будущем вас ждет еще много невероятных впечатлений от путешествий. Урок 21. Овладение публичным выступлением. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь приходилось выступать на публике? Не волнуйтесь, некоторых это может сбить с толку. Привет. Да, у меня был опыт выступлений или выступлений перед аудиторией. Конечно,
Это может нервировать, но с практикой мне становится удобнее. Это правда. Выступление на публике может пугать, но владеть этим навыком очень важно. Какие методы, по вашему мнению, помогают преодолеть нервозность? Один из методов, который сработал для меня, это тщательная подготовка. Я стараюсь несколько раз тренировать свою речь или выступление, что повышает мою уверенность в себе и помогает мне лучше контролировать ситуацию. Подготовка действительно имеет ключевое значение. Зная материал изнутри, вы сможете больше сосредоточиться на донесении своего сообщения и общении с аудиторией. Сталкивались ли вы с какими-либо особыми трудностями во время публичных выступлений? Одна из проблем, с которой я столкнулась, справиться с страхом перед сценой. Беспокойство перед выходом на сцену– это естественно, но я научилась направлять эту энергию в азарт и использовать ее для улучшения своего выступления. Отличный подход. Вместо того, чтобы бороться с нервозностью, вы сможете принять ее в нужное русло и направить ее в нужное русло, что поможет вам сделать презентацию более динамичной и увлекательной. Слышали ли вы какие-либо советы по привлечению аудитории во время выступления? Абсолютно. Один совет– установить связь с аудиторией с самого начала. Вы можете начать с интересной истории или интересного факта, который привлечет их внимание и заставит их почувствовать себя вовлеченными. Привлечение аудитории с самого начала имеет решающее значение. Это задает тон остальной части выступления и помогает наладить взаимопонимание со слушателями. Приходилось ли вам сталкиваться с неожиданными ситуациями во время публичных выступлений? Да, было несколько случаев, когда во время моих выступлений возникали непредвиденные ситуации. В такие моменты важно сохранять спокойствие, думать на ногах и адаптироваться к ситуации, сохраняя самообладание. Адаптация к неожиданным ситуациям– ценный навык. Это показывает вашу способность быстро мыслить и изящно справляться с проблемами. Получали ли вы какие-либо отзывы или конструктивную критику в отношении ваших навыков публичных выступлений? Да, обратная связь необходима для роста. Меня конструктивно критиковали за мой темп и язык тела. Это помогло мне улучшить звучание и сделать мои презентации более интересными. Обратная связь позволяет получить ценную информацию для улучшения. Здорово, что вы готовы учиться и совершенствовать свои навыки. Вы когда-нибудь посещали семинары или курсы по ораторскому искусству? Да, я посетил несколько семинаров, посвященных навыкам публичного выступления и презентации. Они дали практические советы и методы, которые помогут мне лучше выступить и наладить связь с аудиторией. Это просто фантастика. Посещение семинаров и курсов может обеспечить структурированное обучение и помочь вам по-новому взглянуть на публичные выступления. Есть ли у вас совет для тех, кто хочет улучшить свои навыки публичных выступлений? Я бы посоветовал начать с малого и постепенно бросать себе вызов. Потренируйтесь выступать перед друзьями или присоединитесь к местному разговорному клубу, чтобы обрести уверенность в себе. И не забывайте увлекаться процессом обучения и радоваться каждому совершенству. Отличный совет. Укрепление доверия к публичным выступлениям– это путь, а главное– делать небольшие шаги и радоваться прогрессу. Спасибо, что поделились своими идеями и опытом. Добро пожаловать! Надеюсь, это было полезно. Выступления на публике могут быть непростыми, но при наличии практики и правильного мышления каждый может стать уверенным и эффективным оратором. Совершенно верно. Выступление на публике– это навык, который может открыть двери и создать эффективные связи.
Мы готовы выйти на сцену и вдохновить других своими словами.